повернуться нужно внутрь себя. Ты часть проблемы, но ты и часть решения. Любовь — это высшая форма системного подхода. Натали, я очень-очень рада приветствовать тебя в моем подкасте. Для меня большая честь, что ты участвуешь сегодня в этом разговоре. Ты знаешь, для меня ты олицетворяешь человека, который в свое дело принес очень много сердца. И мне кажется, методы бывают разные, и они бывают прекрасные, но они должны быть наполнены вот тем живым чувством и проживанием, которое ты вдохнула в свое дело. И поэтому для меня бесценно знакомство с тобой уже многие годы, и хочется больше узнать о твоем пути в твоем деле и о том методе, о котором мы сегодня хотели поговорить с тобой. Поэтому для моих прекрасных слушателей я хочу тебя представить. Наталья Точилкина, Executive Life Coach, руководитель мастерской системного коучинга, сотренер, ментор и организатор обучающего курса системного управленческого коуча «Я Ардуи» в Москве, ректор Международной академии трансформационного коучинга и лидерства. И, к твоему прекрасному замечанию, страстная последовательница системного подхода. А тема нашей сегодняшней беседы как раз и выходит на то, как системный подход может быть полезен в таких моментах, когда происходят изменения, трансформации и даже, не побоюсь этого слова, кризис. И твой опыт, и работа с тобой моя, и учеба на этом прекрасном курсе позволили прикоснуться к методу, который позволяет найти выход в какое-то новое состояние в процессе изменений и прожить их с плюсом, а не с потерями. Вот, собственно, об этом я предлагаю сегодня поговорить более подробно. Скажи мне, пожалуйста, я знаю тебя как системного коуча, но я знаю, что ты много лет этим занимаешься, и наверняка у тебя большой арсенал других инструментов. Можешь немножко рассказать, с чего все началось и какие ты в твоем тулбоксе самые любимые интересные инструменты перед тем, как мы сфокусируемся на системном подходе? Ты знаешь, во-первых, спасибо большое за приглашение. Я очень рада быть здесь. Ты знаешь, вот как ты только мне написала, у меня сразу внутри, это для меня очень важный знак, когда внутри загорается огонечек. И вот после твоего приглашения этот огонечек сразу загорелся. Поэтому я подумала, что обязательно мне нужно быть здесь. Эту беседу я очень-очень рада, что она у нас с тобой сейчас состоится. И отвечая на твой вопрос, как все началось, вот ты знаешь, удивительным образом началось как раз все с кризиса. Мгм. И, наверное, благодаря этому кризису как раз, в общем-то, он меня, наверное, и сделал тем, кем я являюсь сейчас. И кризис был у меня достаточно такой серьезный. У меня был личный кризис, семейный кризис. И я вообще была потеряна и не знала, что делать. Я только что родила второго ребенка. Я не работала 6 лет, я была в декрете. Сначала у меня был первый ребенок, потом вот я родила второго ребенка. Учебу я закончила, и по первому образованию я вообще экономист. Я закончила МСИ Мгм. и работала в организации, в отделе маркетинга, но работала совершенно вообще ничего общего с психологией не имела, ни с Мгм. коучингом тем более. И вот я ушла в декрет, и прекрасно там вела до одного момента, когда все посыпалось. И ты знаешь, удивительным образом, я потом это свяжу с системным подходом, потому что для меня, наверное, самым болезненным было
вот это распадание моего мира, который я так строила с такой любовью и с такой страстью и с такой заботой. И я думала, что он навсегда. А этот мир — это что такое? Нас же учили как? Ты выйдешь замуж, у тебя будет муж, у тебя будут дети, у тебя будет любимая работа, все стабильно. Нас и так учили. Я так была воспитана. И когда вот у нас с мужем случился этот кризис, и я понимаю, что вся моя жизнь, как я себе ее представляла, она просто перестала существовать, у меня был просто ужаснейший кризис, и я, правда, опустила руки, наверное, вот первый раз в своей жизни. Я не знала, что мне делать. И вот представь, я вот только-только родила второго ребенка, еще вот у меня грудной малыш. Мгм. Я не работаю 6 лет, я не зарабатываю денег, и я, получается, остаюсь вот в такой ситуации, когда мне нужно заботиться о себе самой, и каким-то образом выходить из этого кризиса. А как из него выходить? Тогда еще в то время психологов особо они уже были, но они были очень странные психологи, и не могу сказать, что они мне сильно помогли. Мгм. Но я понимала, что мне нужно что-то делать и как-то выкарабкиваться. И как раз вот учеба на психфаке МГУ, она была таким для меня как раз вот этой волшебной палочкой или этой соломинкой, за которую я зацепилась. И на самом деле я поняла, что, знаешь, вот иногда бывает, что тебя как вот что-то, как, знаешь, как мешком по голове ошарашит. И вот у меня вот был именно этот момент, когда я почувствовала, что это мое, что я пришла туда, вот в этот прекрасный университет, и я поняла, что это просто вот вообще вот тоже, о чем я мечтала всю жизнь, и никогда не знала, что эта профессия существует, и такая она замечательная. И вот потихонечку я стала оттуда уже выходить и стала стоять уже на двух ногах, потому что получила второе образование. И второй момент, второе открытие для меня было таким, что я не могу помогать другим людям, пока я сама разобранная, пока я сама не встала на две ноги и не почувствовала себя устойчиво, уверенно в своей жизни. Я не могу и не имею морального права помогать другим людям работать как психолог, пока я сама не проработаю себя. Это было очень важным для меня открытием. И потом так получилось, что в процессе моей учебы к нам приехал светило коучинга Питер Врица. Он стал моим первым учителем в коучинге. Вот как раз лайф-коучинг от него. И он как раз научил меня системному подходу вот в первый раз. Я через него познакомилась с системным подходом. Потому что он как раз последователь Бейтсона, Мгм. Грегори Бейтсон, да, вот наш любимый мыслитель 20 века, антрополог, очень известный ученый. И как раз он очень много писал о системном подходе, как важно смотреть на все, что происходит в жизни, на все связи именно через системный взгляд. Мгм. И вот с первой встречи с Питером это был еще один такой звоночек, который внутри не просто там загорелся, а такой пожар внутри ожег, что я поняла, что я просто влюблена в это. И я понимаю еще, тогда я понимала, что я ничего не знаю. Я помню, когда первый тренинг, который мы проходили, и когда начались вот эти все наши знакомые уже слова паттерны, М. динамики, организующие принципы, я вообще не понимала. Хотя я закончила МГУ психфак. Я не понимала, что это значит именно вот в приложении к живой системе, если не ставить диагнозов, да, не лечить, а именно наблюдать и смотреть, как все взаимосвязано друг с другом. Прости, Но при этом, хочу тебя прервать, потому что то, что ты да, говоришь, мне просто вот откликается в глубине души. Это все сакральная терапия. Не ставить диагнозов, не ставить, а слушать, присмотреть, как это все, и причем каждый раз уникально ведь.
Абсолютно, абсолютно. И это, конечно, потому что обычно, когда ты учишься там на психотерапевта, на психиатра, и опять же, я ни в коем случае не хочу ничего плохого сказать про эти профессии. Это замечательная профессия, да, я сама психолог, вот, получается, по второму образованию. Но я понимаю, что там нас учили смотреть на людей и выискивать то, что можно как-то классифицировать, в какую-то категорию отнести. А тут я увидела совсем другой метод, который как раз помогает оставаться в незнании. А это было самое сложное. Потому Мгм. что наш мозг, еще академический все-таки у нас процесс образования, да, конечно, наш мозг привык цепляться за то, что может объяснить, что может сказать, это потому что вот так, вот так, вот так. А когда ты просто остаешься вот в этом поле, в котором ты не знаешь, что возникнет, ты не можешь предугадать. И когда происходит что-то, и ты просто за этим наблюдаешь, и наблюдаешь за этим, как за нечто уникальным явлением на этой планете, как будто ты никогда ничего прежде подобного, ничего подобного не видел, это просто каждый раз это такой экстаз, поэтому я в этой профессии уже больше 20 лет, потому что я в нее влюблена с первого дня и навсегда. Потрясающе. Боже, как мне это нравится, как мне это откликается, и как мне нравится, что, знаешь, все начинается не с поиска, что не так, какая поломка, что не работает, а как по большому счету все прекрасно организовано уже изначально, да, и Да, каким-то уникальным да. образом. Это и парадоксально, и удивительно. Но вот ты говоришь о системном подходе, а ты можешь немножко, подробнее рассказать, в чем, собственно, его отличие от, обычного коучинга? Вот, может быть, от каких-то других более традиционных подходов? Ты знаешь, наверное, отличие в одном таком, может быть, самом главном факторе, что системный подход, он предлагает учиться смотреть двумя глазами. Мгм. Что это значит? Это значит, что когда, опять же, мы встречаем что-то, мы встречаем какое-то явление или встречаем какой-то симптом, Мгм. наш мозг сразу стремится дать какую-то оценку или разместить в какую-то категорию, поставить диагноз, понять к чему-то привязать. Мгм. И это значит видеть одним глазом, потому что у нас есть этот механизм, он в нас вшит, Мгм. мы не можем его никуда деть, и это нормально, Мгм. но при этом есть еще и второй глаз, который должен, если можно так сказать, смотреть за фасад, Мгм. который должен смотреть в глубину, который должен подсказывать тебе, что то, что ты видишь, не всегда то, чем ты думаешь, что это, чем это является. Это может быть чем-то еще. И Мгм. всегда вот это стремление увидеть еще какой-то слой, Мгм. не останавливаться на первом каком-то срезе своих выводов, а Мгм. идти дальше, исследовать дальше. Вот, наверное, что такое системный подход. То есть системный подход всегда, а, всегда смотрит на то, что происходит через два таких, если можно сказать, взгляда и перспективы. Первое – это то, что я вижу и то, что я знаю, Мгм. да? А второй взгляд – что я не знаю, чего я не замечаю и чего я не понимаю. Мгм. И вот эти два взгляда, они присутствуют, и мы не можем один убрать или другой убрать. Мгм. И поэтому системный подход, он про то, чтобы как раз рассматривать все, ничего не убирая, ничего не отбрасывая, не отрицая. Ты знаешь, мы с тобой, когда предполагали и планировали эту встречу, мы немножко так синхронизировались, в том Мгм. числе с точки зрения метода системного подхода и биодинамической краниосакральной терапии. И мы обнаружили довольно много схожести. И вот то, что ты сейчас говоришь, мне напоминает об одной такой черте, как мне кажется, общей.
В биодинамике работа с клиентом начинается с того, что практик просто открыто слушает систему. Мгм. Клиент может прийти с какими-то симптомами, но они не всегда являются реальной проблемой. Они могут быть отголоском какого-то другого затруднения или затыка, который он испытывает, может быть, чуть в другой области или в другом пласте своих каких-то переживаний. Мгм. И можно заниматься этим симптомом, а можно посмотреть на картину целиком и увидеть какие-то взаимосвязи, которые с первого взгляда не бросаются в глаза. Мне кажется, вот в этом есть некая схожесть. Абсолютно, абсолютно. И в коучинге именно так, что симптом — это начальная точка входа. Мгм. Это ни в коем случае не является вот как причинно-следственной, да, связью, что у нас есть симптом, нам нужно найти какой-то следующий эффект от этого. Нет, это точка входа, симптом. Мгм. Именно так. И вот это, мне кажется, непредвзятость, открытый взгляд, любопытный и не проецирующий то, что ты уже себе придумал в голове, а Мгм. в живом Мгм. взаимодействии вот здесь и сейчас с этим человеком, Мгм. он дает какую-то совершенно другую картину, с чем можно работать. Именно так. И даже, знаешь, вот я тут добавлю такую штуку, что в коучинге мы как раз работаем с тем, что больше всего, что мы не понимаем. Вот приходит человек с симптомом, Мгм. да, и мы можем сказать, ну это симптом, не знаю, там, невроза, Мгм. например, да, или травмы, или там еще чего-то, да, то есть мы сразу этот симптом начинаем прикреплять к чему-то, что мы знаем. Вот в коучинге мы, когда видим симптом, мы не даем ему никакую категорию, но мы видим симптом, и мы задаем себе вопрос, что я понимаю про этот симптом, как он работает у человека, а что я не понимаю. Мгм. И вот там, где я не понимаю, там как раз поле для моего исследования. Мгм. И не просто для моего исследования, для исследования и коучи, потому что он и так многое про себя знает. А уж сейчас с чатом GPT, мне кажется, уже все про себя многое что знают и могут поставить себе диагноз сразу. А вот как раз открыть, что было для тебя закрыто вместе с коучем, Заглянуть вот это туда. бесценное. Мгм. И это возможно только вот с этой вот какой-то, ну, не знаю, сердечной связкой, взглядом, как ты говоришь, двумя глазами, да, не Мгм. одним интеллектуальным Мгм. взглядом. Мгм. 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 Да. Скажи, пожалуйста, вот когда речь идет о каких-то серьезных кризисах, изменениях, вот ты привела такой пример, который на самом деле мне тоже очень откликается с моей жизненной историей, и я могу даже как-то соединиться с тобой в этом воспоминании непростом, да, и Мгм. так счастливо видеть тебя сейчас счастливый, реализованный и наполненный, потрясающе. Но вот люди проходят сложные какие-то трансформации, какие-то кризисные явления. Как системный коучинг может навигировать вот в таких острых ситуациях, когда есть какая-то прям... ну, Мгм. Ты знаешь, тут бы я, конечно, разделила бы все-таки коучинг и психотерапию, мгм, потому что это все-таки два разных направления, и разница здесь пролегает вот в чем. В коучинге, конечно, мы тоже работаем с кризисами, мгм, но в коучинге а, есть у нас такое верование, или, можно сказать, пресуппозиция, мы называем это так, что у человека уже есть все внутренние ресурсы, мгм, которые ему, в принципе, доступны. Просто пока он их не видит и не может их почувствовать. И мгм, наша задача эти ресурсы сделать доступными для него, вот в мгм, коучинге. Да? Но иногда кризисы бывают такой силы и такой глубины, что, может быть, одного коучинга здесь может быть мало. И нужна поддержка именно терапевта. мгм, Именно тогда, когда человек просто не в силах вообще эти ресурсы
вообще к ним даже приблизиться. Настолько он внутри боли или травмы, что Мгм. здесь, конечно, нужна поддержка другого специалиста. Поэтому я ни в коем случае не говорю, что коучинг – это панацея от всего. И мы четко вот этот водораздел проводим, что мы работаем с кризисами до того момента, когда мы понимаем, что человек действительно может взять этот кризис себе на пользу, Мгм. действительно повернуть его на пользу. Иногда не хватает просто психических, физических, моральных сил. Тогда нам нужна поддержка другого специалиста. Мгм. Мгм. А ты это чувствуешь интуитивно или у тебя есть какие-то инструменты вот этого понимания? Да, есть тут две вещи работают. Интуиция, конечно, и, конечно, инструмент, потому что все-таки я психолог вот по образованию, поэтому я могу понять, когда человек вообще не может вот себя как-то осознавать, потому что ведь коучинг работает через осознавание, да, через неокортекс. Мгм. Хотя мы подключаем и тело, мы подключаем и биодинамику обязательно, но все-таки наш главный инструмент – это осознанность, Мгм. инструмент коучинга. И поэтому иногда бывает так, что неокортекс просто может не включиться, потому что настолько лимбическая система сейчас в доминанте, когда, опять же, человек настолько захвачен кризисом, эмоциями, травмами, болью, что здесь, конечно, нам нужна поддержка другого специалиста, Там да. успокоить эту лимбическую систему, Да, чтобы перейти да, к работе. именно так. Очень, очень понятно. Но вот ты все-таки сказала телесные какие-то практики, и наблюдая за твоим преподаванием и имею удовольствие быть твоим клиентом иногда, я знаю, что ты все-таки много используешь этого, и начиная от твоего божественного голоса, который ты слушаешь, у тебя уже вся лимбическая система сразу приходит в порядок. Но мне и дыхательные, и медитативные. А можешь чуть-чуть больше об этом поговорить? Мне кажется, у тебя много этого в арсенале. Да, много, потому что я в свое время тоже много провела и прошла медитаций. Я 14 лет подряд ездила на Бали, проводила там группы, Мгм. ретриты. Мгм. И частью наших ретритов было, конечно, обязательная медитация. И у нас были лучшие учителя, вот местные балийцы, которые как раз в медитации, как мне кажется, у них просто это в крови, в генетике, медитирует весь остров. Вот если ты, если ты была на Бали когда-нибудь, если ты едешь в районе захода солнца, то ты можешь видеть балийцев, которые просто сидят на берегу там, реки или прямо на обочине дороги и медитируют. Для Мгм. них это обязательная такая как гигиена, наверное. Мгм. И поэтому вот в течение 14 лет каждый год на 2 или на 3 недели, а то и на месяц мы вот уезжали вот в такие ретриты. И, конечно, я действительно почувствовала, насколько это важная часть как раз успокоения лимбической системы и открытия вот нового горизонта для осознанности, что все-таки через медитацию действительно мозг проходит какой-то барьер, как, знаешь, сверхзвуковой самолет, который шум проходит барьер и выходит совершенно на другой уровень. Вот человеческий мозг через медитацию именно так же и может себя проявлять. Это была первая часть. А вторая часть, тоже на Бали, я научилась методу Габриэлы Ротс «5 ритмов». Мгм. Это такая, если можно так сказать, динамическая медитация, танцевальная или спонтанный танец, экспрессивный танец, можно как угодно называть. И вот тоже вот в течение этих лет мы, в общем-то, танцевали, можно сказать, весь август, потому что мы каждый август ездили на Бали. И я очень глубоко в этой практике, она очень здорово, и как раз в коучинге мы очень здорово видели, как вот эта динамическая медитация, этот спонтанный танец показывает паттерны, которые человек может даже языком не сказать, а тело показывает все. И Мгм. ты проживаешь через этот танец
всю свою жизнь, все свои эмоции так, как бы ты никогда их не прожила, просто рассказывая. Потому что когда мы рассказываем, мы что-то можем, не знаю, там утаить, что-то, да, придержать, а Мгм. что-то, может быть, даже мы не можем прожить, потому что наш мозг просто не дает нам это прожить. А в Мгм. танце ты раскрываешься такая, какая ты есть. И иногда мы даже проводили наши коучинговые сессии, у нас была просто коучинговая сессия наблюдения за танцем человека и обращение внимания на то, какие паттерны раскрываются через танец. И это потрясающе. Мгм. Мне очень ты знаешь, я однажды попробовала эту практику, когда проходила групповую динамику в Лестер-институт, Твисток-институт. И у нас была там такая практика, но я за ней не увидела той глубины, которую ты расскажешь. Потому Мгм. что скорее была с такой небольшой демонстрацией. А то, что ты говоришь, это невероятно интересно. Хотелось бы попробовать больше этого. Да, это знаешь, вот мы же в нашем курсе сейчас, у нас есть выездной модуль, и я как раз туда привнесла вот наши 5 ритмов. И я тебе хочу сказать, что они как раз, вот знаешь, вот просто запускают такие процессы. Вот, Это просто вообще драматический подход работает. работает абсолютно. Более того, я тебе хочу сказать, что мы 5 ритмов также применяли в том, чтобы смотреть, как работают 5 ритмов, например, в парах. М. Как танец пары, причем неважно, это мужчина и женщина, это женщина и женщина, состоят они в каких-то отношениях, не состоят, это вообще не важно. Мгм. Как парный танец показывает вообще твое движение в этом мире с другими людьми. Как ты вообще в какой связи с другими людьми и с самим собой Мгм. через вот этот парный танец. Это просто вообще, я не знаю, мне кажется, это лучше любой диагностики, лучше любых тестов. Я уже готова вскочить начать танцевать. Знаешь, я недавно такое интересное выражение слышала: "Ко-бодинг". Ко-бо Мгм. Вот в этом что-то есть, да, 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 система одна, и когда она начинает взаимодействовать с другой человеческой системой, то мы в каком-то это система уже двух. И ведь не абсолютно, важно, какие да, между ними отношения там с точки зрения интимности или каких-то, да, а это да, да, взаимодействие вот этих двух систем, и они как-то друг на друга влияют. абсолютно. Даже знаешь, я тебе вот сейчас такой пример приведу. То один раз у нас была женщина, которая, у нее вот всегда были проблемы в отношениях. Вот она уже была такая вот достаточно взрослая, ей уже было глубоко за 40, чуть ли уже не к 50. Она никогда не была замужем. И более того, у нее никогда не было даже вот такого мужчины, чтобы, ну вот, постоянный партнер. Все время это было как-то вот, да. И вот она все время мучилась, ей там ставили диагноз, что у нее там невроз, что у нее там, не знаю, там избегающий тип привязанности. Вот это вот все, вот это вот все. И вот мы танцевали 5 ритмов. Ты знаешь, какой был просто для нее потрясающий инсайт. Она вот, понимаешь, когда тебе говорит специалист, что у тебя избегающий тип привязанности, Мгм. ты говоришь: "Ну да, у меня избегающий, ну что с этим делать? Как ты это проживешь? Как ты эту информацию сможешь применить к своей жизни? Поменять избегающий тип привязанности на надежный, например. Держи карман шире, да? Мгм. Мы знаем, как это складывается все. Попробуй ты поменять, да? А когда ты в теле, я так понимаю, что как раз через твой метод это можно почувствовать, когда ты телом пробуешь что-то другое, и тело может это почувствовать и это положить в тебя, это уже не раздвинуть. И Да, это уже невозможно повернуть назад. Все, это обучение ты знаешь, и ты можешь уже дальше. То есть это все равно, что знаешь, как, например, ты никогда не знала, что можно писать левой рукой. Вообще никогда же в голову не приходило. А потом тебе кто-то говорит: да попробуй. И ты мгм. попробовал. О, у меня получилось. Все, это знание с тобой останется навсегда. И вот так же вот в этом примере эта женщина, ты не представляешь, какой инсайт она сделала. Она именно через танец, потому что когда она танцевала в паре, она все время всем все давала.
Мгм. Она этому партнеру, это неважно даже, кто был, мужчина или женщина, она все делала для него. И чтобы ему ветер там не дул, и чтобы там, знаешь, и чтобы там, не знаю, там он на кочку не наткнулся, да. То есть она все вот прям вот вместо того, чтобы вообще сфокусироваться на себе. И, может быть, ей говорили 1000 раз, что она только про других, но не про себя. Но пока ты это не почувствуешь, пока ты это сама не проживешь, это в одно ухо влетело, в другое вылетело. И вот когда она это прям поняла, потому что было несколько танцев, и этот был паттерн везде. Она потом такая говорит: так, я поняла, что если мне надо что-то в своей жизни поменять, то мне надо танцевать по-другому. Все. Но так как у нас была все-таки такая уже компания теплая, мы ее все поддержали. Мы говорим: а теперь давай ты будешь танцевать танец, где мы будем для тебя. Не ты для нас, а мы для тебя. Мгм. Это был просто потрясающий опыт, потому что сначала у нее было вот опять же этот паттерн, да, что не надо, не надо, не надо. Но вот танец за танцем, Мгм. ритм за ритмом, Мгм. она проживала это, каково это, когда тебя любят. Не ты любишь, а Мгм. тебя любят. И это было просто таким научением. А главное, если я позволю себе сказать, чем это закончилось, Я очень-очень жду развязки этой невероятной истории. развязка просто была потрясающая. Она в своем сне один раз увидела мужчину, который ей сказал: тебе надо ехать в Амазонку. И она поехала. И она поехала в Амазонку, в леса вот эти, Амазонии. Не буду расспрашивать, что это был, конечно, тоже еще тот квест, можно прям книгу написать. И действительно, она встретила там этого мужчину, который отшельником жил в этих лесах, в джунглях, вернее, даже не в лесах. А она белокожая женщина, блондинка, вот в этой Амазонии. И она к нему поехала и жила с ним там месяца 3 или 4. И он ее там носил на руках. Какая волшебная история. Вообще, Да, сколько всего невероятного происходит, когда наше сознание меняется, да? это правда, это правда. И тут, знаешь, как тут же я как раз бы связала бы, что не только сознание, но и тело. И тело. Мгм. И тело, да, да. Одно сознание, вот как раз системный подход-то про что? Что одного сознания может быть недостаточно, Мгм. что Вот когда есть и то, и другое. знаешь, мы говорили вот, опять же, в прошлом эпизоде о embodiment, и когда Мгм. сознание проникает уже на уровень Именно. телесности. Да, Вот такое да, сознание. да, 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 да. Ну, слушай, ну удивительно. Спасибо большое за эту красивую историю любви и любви к себе прежде всего, да, и Да, да, вообще да, мира да, в да. себе. Ну, скажи, пожалуйста, у тебя же очень много, и я предполагаю, даже, наверное, большая часть твоих клиентов это управленческие, это менеджеры, управленческие кадры высокого уровня. И вопросы ты часто, наверное, решаешь не только такие жизненные, но и вполне рабочие, бизнесовые. И мне интересно, как тебе удается вот эту полноту жизни, в которой и тело, и сердце, и все грани, вот, о которых ты сегодня говорила, в рабочий контекст вписать или наоборот Мгм, текст вписать вот в этот мир, в котором столько, знаешь, ткани, столько как мгм, флэш, да, как это сказать, мгм, мгм, и мгм, столько мгм. интеллектуального и достиженческого как бы азарта. Да. И знаешь, это хороший вопрос, потому что, во-первых, конечно, люди, которые занимают высокие должности, ты знаешь, так, наверное, просто уже складывается жизнь. Они привыкают жить в голове. Потому Мгм. что
по-другому, наверное, вот на тех должностях, ну, не выживешь. Может быть, если ты все-таки, наверное, я не знаю, там работаешь где-то в других местах, в благотворительном фонде, например, или, не знаю, в художественном, каком-то э, артистическом, как бы творческом, то, наверное, там ты тело все-таки свое используешь, я так думаю. Но для управленцев обычных, конечно, они живут в голове. И правда, это очень непросто. Это Мгм. правда непросто. И ты знаешь, что мне помогает? Мне помогает, опять же, вот этот инструмент, мы его называем сфумата у нас в нашей терминологии, да? Если это сказать на русском языке, это как раз вот это незнание. Быть в незнании. И когда человек мне начинает говорить про то, как у него уже все устроено, я никогда это не покупаю. Мгм. Потому что тогда ему не нужен коуч. Он и так все знает. Что, зачем я тогда ему нужна, да? Я как раз иду за тем, чего я не понимаю. Почему я не понимаю, как это работает, как это приводит к этим симптомам. Вот когда я это начинаю уже исследовать, вот это незнание вместе с клиентом, Мгм. вот тогда начинают происходить, наверное, самые важные открытия. Почему? Потому что я не являюсь тем, кто ему объясняет. Я Мгм. являюсь тем зеркалом, через которое он начинает видеть чуть лучше ту сторону, про которую он даже, может быть, и не осознавал, и туда и не смотрел. А я в эту сторону захожу как раз через вот это непонимание и незнание. Мгм. Это первый момент. То есть я использую незнание. И я, знаешь, вот когда еще на Бали мы ездили, у нас там мы всегда посещали вот этих мудрецов, местных хиллеров, у нас была обязательная часть нашей программы. Там был один такой хиллер, его звали Джакорда Гдирай. Я его запомнила на всю свою жизнь. Это прям такой мудрец мудрецом. И вот он говорил так, что по-настоящему мудрый человек, а в нашей терминологии коуч, Мгм. да, Мгм. это тот человек, который слепой, глупый и забывчивый. Я этот урок взяла с собой на всю жизнь, потому что пока вы не ослепнете, вы будете видеть то, только что вы хотите видеть. Мгм. Пока вы не поглупеете, то вы будете сыпать только теми знаниями, которые у вас есть в голове, которые есть, самое главное, у вашего эго, а не у вашего сердца. Мгм. А если вы не будете забывчивыми, то вы никогда не сможете увидеть человека уникально. Он всегда будет одним из. Вы всегда будете его класть в какую-то коробочку, которая у вас уже есть. И поэтому я как раз стремлюсь к тому, чтобы с каждым клиентом быть слепой, глупой и забывчивой. В этом, знаешь, вот перекликается с названием книги Яны Ардуи, который, курс которого ты таким прекрасным образом предложила, переложила на российскому Мгм. коучинговому пространству. Его название книги Humble Authority, да, и вот то, что ты Мгм. сейчас сказала, это прям про humble, да. Мгм. Именно, да. И ты знаешь, еще один главный урок, который я взяла у Джакорда, и который как раз, если говорить про управленцев, я, наверное, тоже очень сильно применяю, потому что вот он говорит так, что чем отличаются восточные люди от западных людей. Вот я сразу могу увидеть западного человека, даже если он будет по внешности Ага. п- походить под там, индонезийца, малазийца, да, что он, я сразу вижу, что он из Запада. Он сказал, что западные люди насилуют свое тело своим мозгом. Да. Это было очень важным уроком. И Мгм. когда я работаю с управленцами, я вот всегда об этом помню. Мгм. И как раз, наверное, одна из моих задач тоже освободить тело. Мгм.
А вот скажи, пожалуйста, вот еще такой ам, важный инструмент в практике биодинамической — это замедление, пауза, момент. Мгм. И ты сейчас заговорила об этом, и мне показалось, что это, наверное, мостик, который и ты используешь как путь вот именно заметить тело. Ведь когда мы бежим, думаем и активно Да. что-то такое простраиваем, мы не успеваем посмотреть внутрь себя. А для этого как раз нужен этот момент замедления. Есть ли такой вот действительно как инструмент в системном коучинге? Абсолютно. Ты знаешь, я бы даже сказала так, что коучинг — это вообще процесс замедления. То Мгм. есть вот коучинг не может быть быстрым вообще. И человек проходит коучинг не для того, чтобы, там, не знаю, с помощью коуча получить сразу много, там, не знаю, клиентов, денег, дальше подставь что-то там, да. А все-таки действительно коучинг — это процесс замедления, в котором ты начинаешь лучше понимать себя, слышать себя, чувствовать себя, осознавать себя, Мгм. и через это происходят изменения. И вот ты задавала вопрос про кризисы, да, как проходить. Вот ты знаешь, а, я вот такую аналогию проведу очень, может быть, банальную, когда, знаешь, вот говорят, что обеспечьте сначала маской себя, а потом других, да. Вот если взять, например, кризис. Ведь что такое кризис? Это очень большой период турбулентности. Это такой период, в котором ты теряешь опоры, в котором вообще все может действительно рушиться все. И у нас есть привычка в этих кризисах сразу же хвататься там за спасательный круг, за соломинки какие-то там, да, за, не знаю, там, за людей. И, как мне кажется, очень важно в кризисе понимать, что ты часть проблемы, но ты и часть решения. И поэтому в кризисе, как бы это ни звучало парадоксально, повернуться нужно внутрь себя. Мгм. И, конечно, здесь коучинг действительно может помочь. Действительно может быть тем зеркалом, через которое ты можешь увидеть лучше себя. Как ты удивительно вывела на эту тему, которая мне тоже так откликается и в коучинге, и в биодинамике. Это вот этот компас на тот excellence, как это называется в коучинге, или то здоровье, как мы говорим в биодинамике, Мгм. а, за которым мы, в общем-то, идем. То есть мы не идем раскапывать проблемы и анализировать их бесконечно, года за годами, да? Мы идем за здоровьем или за совершенством своим внутренним. И, Да, и вот оба эти метода дают, по-моему, такой мостик от кризиса к решению, да? да, 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 Дело да. Они дают, знаешь, мне кажется, тут даже дело не в самом даже решении, а знаешь, вот, наверное, все-таки, как мне кажется, что коучинг дает устойчивость, Мгм. внутреннюю устойчивость, в которой ты можешь уже в этой турбулентности стоять. Мгм. Мгм, Ресурс, мгм, ресурс. мгм, мгм, мгм. Да, потому что как бы мы, наверное, живем в таком изменчивом мире. Эти изменения и турбулентность, она с разной степенью интенсивности практически не прекращается в последнее время. Абсолютно. Поэтому невероятно важно найти такую опору, которая будет поддерживать внутри, а не какие-то внешние. Да, да, да. Вот ты знаешь, если подняться еще на один уровень абстракции, обобщения, то если взять вот философскую такую концепцию, ты знаешь, вот коучинг помогает человека вернуть в ощущение, я подчеркиваю это слово, ощущение того, что я есть. Ощущение.
Потому что мы привыкли, опять же, это наша привычка, держать свое вот это ощущение «я есть» в зависимости от того, как на меня реагируют другие люди, Мгм. как складываются обстоятельства, да, как от меня ожидают, что я буду себя вести. То есть всегда вот это «я есть», но почему-то связано с каким-то внешним локусом контроля. Мгм. А вот просто, если оторвать этот локус контроля, сказать, что я есть, для многих людей, ты не представляешь, какое-то открытие, когда они встречаются, я еще раз подчеркиваю, с этим ощущением. Я есть. Я очень хорошо помню, когда ты мне дала это задание. Это было просто переворотом вообще в какой-то момент моей жизни заметить. Мгм. Я не есть Мгм. моя проблема, я не есть мои страхи, я не есть мои ограничения, я есть. Мгм. Я прям несу это. Мгм. Натали, спасибо тебе за то, что ты мне тогда дала этот удивительный ключ. И ты знаешь, вот если этот мостик повернуть опять к бизнесу, ведь вот помимо того, что очень много в голове, Мгм. второй важный момент, что очень много вот этого внешнего локуса контроля. Мгм. И как раз, когда менеджер может вернуть вот этот вот внутренний локус контроля и почувствовать, как он является творцом, как он, от него он является центром, через который проходит и откуда исходят, там, не знаю, какие-то реакции, поведение, вот это совершенно другой уровень осознанности, другой уровень зрелости, я бы даже сказала. Потому что, знаешь, вот я с чем сталкиваюсь, что вот у нас сейчас очень молодой менеджмент в компаниях. Я Мгм. имею в виду в коммерческих компаниях, да, очень молодой менеджмент. И они вроде как все понимают, очень хорошо образованные, великолепно образованные, очень умные, гораздо умнее вообще меня, и вот туда вообще даже рядом не стоял. Но вот иногда вот этой зрелости не хватает. И, как мне кажется, вот эта вот задача, в том числе коучинга, вот эту зрелость почувствовать, Мгм. жить ее так, чтобы действительно почувствовать, что вот он я в твоей роли, я ее эту роль чувствую, я как вот, знаешь, как становлюсь оунером, да, вот хозяином этой роли, что не просто меня поставили там CEO или CTO, или там дальше, да, можно разные роли, а я действительно это чувствую, я им являюсь. И как раз вот коучинг очень здорово может поддержать вот в этом пути, именно пути от просто понимания того, что я в этой роли, к проживанию этой роли Мгм. и освоению этой роли. Знаешь, когда вот она вот становится частью тебя. И как раз вот это возвращение внутреннего локуса контроля, мне кажется, это очень важная часть этого процесса коучингового. Да, звучит так, что это некие какие-то текущие вот актуальные вызовы, которые есть в управленческой среде, и системный коучинг как раз обладает теми инструментами, которые позволяют Мгм. внутреннюю зрелость дорастить до тех Мгм. которые иногда приходят быстро, да, и по праву, но требуют. Да, 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 да. Понятно. А есть ли у тебя такие вот, может быть, какие-то примеры из твоей недавней практики, когда системный коучинг, системный подход, какую-то такую же интересную историю расскажи, как про твою прекрасную... Как какой-то из твоих менеджеров закончил в Амазоне или... Ты знаешь, приведу такой пример, что у меня был один случай такой, когда человек как раз, вот знаешь, вот
в нашей терминологии мы называем головастики, да, которые живут в голове. Да. У нас есть головастики, а есть сердечники, которые живут как раз сердцем. И очень часто это в дисбалансе. И все-таки вот как раз наша задача этот Мгм. баланс вернуть человеку. И вот как раз вот был такой головастик, который как раз все очень здорово вот раскладывал по полочкам, но никак не мог найти общий язык со своими подчиненными. Мгм. Потому что, опять же, головастик, он им доносил как надо, они ему говорили, ты как бы там, а мы сами по себе. И вот никак. И уже руководство говорит, слушай, ну как-то тебе надо со своими подчиненными как-то искать подходы, иначе просто ты свои KPI как менеджер, ты никак, в общем-то, не выполнишь. А у него много подчиненных. И так получилось, что у него какие-то подчиненные, которые такие же головастики, с которыми ему не надо было там, да, вот этот контакт, как бы его понимали нормально. А вот те как раз, которые сердечники, как мы называем, которые чувствуют, которые... Они вообще его не понимают. Они вообще не понимают, что они от него, чего он от них хочет. И поэтому никак этот контакт не складывался. И ты знаешь, вот удивительным образом, знаешь, вот ответом как раз на вопрос, как этот баланс найти и как ему понять вот этих вот, так сказать, непонятных людей ему, да, лежал в его мастерстве. Вот как раз мы изучаем часть мастерства там, где человек себя чувствует просто на пике своей формы, на пике своей, вот знаешь, когда вот ты прям собой гордишься. Мгм. И ты знаешь, очень часто люди это рассказывают просто, ну, как бы, как вот что-то такое. Ну, подумаешь, провел переговоры, подумаешь. А ты знаешь, вот как раз в коучинге, как мне кажется, очень важно на этом прям, знаешь, вот немножечко вот притормозить, сделать паузу и туда посмотреть, как это происходит. И у этого человека, а у него было такое хобби, и ну, оно и сейчас есть, конечно, это типа Формула-1, картинг такой. Вот он. И ты знаешь, а ведь в картинге невозможно, там все настолько быстро, там невозможно посчитать все. Невозможно только головой пользоваться. Ты должен чувствовать, потому что там доли секунд у тебя мысль не успеет Мгм. за это время, да. И мы нашли такой способ, что когда он теперь встречается вот с этими сердечниками, да, которые его не понимают, да, он представляет, что он сейчас на этой трассе по картингу, и ему нужно почувствовать, какой маневр сделать. Ему Мгм. нужно почувствовать. Потрясающе. Потрясающе. Я уверена, И что более того, работало, да? да, и закончилось это тем, что его теперь перевели еще на более высокую позицию, и у него еще больше подчиненных. И вот мы недавно с ним буквально встречались, и он говорит, что он пользуется этим прям вот постоянно, потому что много становится людей, и, естественно, много становится тех, с которыми ему очень сложно контакт почувствовать. И так он в свое тело перешел вот через вот эту метафору, через вот эту аналогию. А получается, что надо ему было заметить вот этот момент мастерства, чтобы им осознанно начать пользоваться, да? Да, То есть да, он да, применялся там, где да, ему пригодилось. да, да, да. И кто мог подумать, да, что картинг помог ему в его деятельности как топ-менеджера. Ты знаешь, я хочу такое, у меня мысль одна, которую я недавно думаю, хочу, вот, кстати, мне кажется, им будет и поделиться. Сейчас такое время растущей скорости данных, вот точно аналогия как с картингом, да, AI, соревноваться интеллектуально Мгм, данными, с нейросетями практически невозможно человеку. Но чем мы можем на самом деле соревноваться, это вот этой вот способностью охватить все каким-то шестым чувством. Вот мгм, что в этот момент сделать? Не анализируя, а именно каким-то чувством, ощущением, как это сделать в этот момент. И как раз это возможно, когда ты соединен вот с какой-то своей внутренней телесностью, не знаю, внутренним чувством, мгм. а не только в голове опираешься только. Вот, по-моему, просто прекрасный пример.
И поэтому я считаю, что коучинг такой глубины, о котором ты рассказываешь, а не такой, знаешь, может быть, поверхностный, заточенный на решение какой-то конкретной задачи, Мгм. или биодинамическая практика, они становятся настолько востребованными и нужными людям для того, чтобы быть конкурентными рядом с машинами, вот теми гранями, которые невозможны в механистическом мире. Да, да, я абсолютно согласна, абсолютно согласна. Более того, знаешь, мне кажется, сейчас еще вот в нашем мире, действительно меняющемся, я бы сказала, что иногда вообще непонятным даже, да, который становится во многом непонятным, есть одно качество, которое не подвластно AI Мгм. и никогда не будет подвластно. Это любовь. И, на мой взгляд, коучинг — это как раз тот путь или тот процесс, проходя через который ты не просто встречаешься с любовью, ты начинаешь в ней жить. И я говорю про любовь в большом смысле, любовь к себе, конечно же. Тебе как вообще самой уникальной частичке на этой планете. Любовь, если ты любишь себя, то, конечно, любовь у тебя повсюду. И, конечно, AI — это не под силу. Ты знаешь, как удивительно закольцевалась наша беседа. Мы начали с того, что ты как коуч работаешь сердцем, и Да, мы заканчиваем словами о любви. Мне кажется, что это замечательно. да. Любовь — это та сила, которая преодолеет все. Это та сила, которая, вот когда люди говорят там добро и зло, вот это все дуальности, да. Если мы говорим про системный подход, то любовь, она объединяет, и она выше и добра, и зла. Любовь — это высшая форма системного подхода. Да. Наталья, удивительно теплое чувство от нашего разговора. Спасибо большое, как, собственно, и каждый раз, когда я общаюсь с тобой. Поэтому мне так ценно было вот эту волну любви, которую ты несешь в своей работе, в своем общении с людьми, поделиться с моим кругом слушателей и еще раз покайфовать самой этого общения. Спасибо. Спасибо. И до новых встреч!